Привет, друзья! Родилась Митика в Японии в 1957 году и, как подобает подавляющему большинству девушек в этой стране, с ранних лет готовилась быть хранительницей очага. Поворотным моментом в судьбе девушки стала неожиданная и скоропостижная смерть отца. После этого она надолго ушла в себя, но уйти еще дальше ей не позволил старший брат. Он был перспективный пауэрлифтер и восходящая звезда этого спорта в Японии. Брат решил брать Митика на тренировки, чтобы дать возможность отвлечься от трагедии. Постепенно девушка сама не заметила, как начала делать успешные шаги в пауэрлифтинге и бодибилдинге. Конечно, поначалу все держалось на чистом любопытстве, никакого фанатизма и желания поднимать непомерные веса. Все это пришло позже, но основу всегда составляла работа над своим телом, нежели над силовыми показателями. Вскоре, когда пришло время показать результат работы на сцене, Митика ужасно стеснялась. Ведь девушке, которую с детства призывали быть скромной и покладистой, было трудно представить себя в одном бикини перед многочисленной аудиторией. Но она смогла пересилить себя и достигла вершины. В 1980 году Митика стала первой женщиной в Японии, которая удостоилась первого места на турнире по бодибилдингу. Она носила чемпионский пояс и смогла показать многим японским женщинам, что в жизни есть другой путь, а не только чайные церемонии. На протяжении 2 следующих лет она дважды повторила свой успех, после чего решила продвигать женский бодибилдинг, открыв несколько фитнес-клубов для женщин. В это же время Митика начала сниматься в рекламе и начала регулярно появляться на телевидении. Быть в объективе ей понравилось, поэтому она приняла решение пойти в киноиндустрию и развиваться дальше именно в этом направлении. В первом же фильме «Мои счастливые звезды» она оказалась на одной площадке с самим Джеки Чаном. Там она предстала в образе серьезной женщины из Якутии, и подобная амплуа закрепилась за ней надолго. Этот фильм стал самой настоящей классикой гонконгских боевиков середины 80-х. Он открыл дорогу Митика в киноиндустрию боевиков. Она стала играть немногословных, а то и совсем молчаливых злодеев с отличной техникой карате, ведь говорить по-китайски практически не умела. К этому же времени она получила черный пояс по карате. Митика снималась в боевиках почти 10 лет, пока не попала в Голливуд. Там она открыла для себя профессию дублера и каскадера, и с опытом очень хорошо в них преуспела, став незаменимым кадром на площадках «Фабрики грез». Пиком в карьере Митика стала роль дублерши Люси Лью в «Ангелах Чарли» и «Убить Билла». Также она была дублершей в фильмах «Блейд», «Миссия невыполнима 3» и «Обитель зла 3». На данный момент Митика уже не снимается в кино и ведет спокойную размеренную жизнь на океанском побережье в Калифорнии. В 1996 году она вышла замуж и по-прежнему в браке. У многих фанатов японских и китайских боевиков 80-х и 90-х годов до сих пор можно найти на стене плакаты с Митика. Фильмы с ней все еще пересматриваются и считаются хорошими наглядными пособиями для нового поколения дублерш и каскадерш в жанре боевиков. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.